Всем привет, дорогие друзья, с вами Фил, и сегодня у нас новости, произошедшие за выходные в комьюнити PUBG. Это самоубийство сковородой, появление подарочных карточек, нулевое место и еще много чего интересного. Погнали! А спонсором этого видео является самая надежная в СНГ букмекерская контора 1xBet. В ней вас ждет огромный выбор спортивных и киберспортивных событий, большие ставки, мгновенные выплаты и приятный бонус до 6500 рублей на первый депозит по промокоду FIL. Ссылочка на БК в описании. Начать я хочу с небольшой статистики. Русскоязычное сообщество PUBG продолжает публиковать отчеты по количеству забаненных читеров. За прошлую неделю было забанено 545 читаков, что снова почти вдвое больше, чем на позапрошлой неделе. В общем, тут можно сделать вывод, что как только появляются интересные обновления, онлайн немного увеличивается и соответственно вырастает число читеров. Очень интересно, как изменится ситуация после того, как нас ограничат только ру-серверами. Возможно, среди наших игроков нарушителей будет меньше. Но это мы еще посмотрим. Кстати, по поводу серверов. Появилась достоверная информация, почему у нас в России начали работать европейские сервера даже без подключения через VPN. Оказывается, дело в том, что PUBG Corp подписали соглашение с компанией Multiplay, предоставляющей им новый, более оптимизированный игровой хостинг. Ранее, как мы помним, сервера располагались на серваках Амазона, которые блочил наш любимый Роскомнадзор. Тем временем в игре, как обычно, происходят очень странные вещи. Одна из них — это самоубийство сковородой. Если кто знает, как такое может случиться, практикует способы суицида в PUBG, то обязательно поделитесь информацией в комментариях под видео, мне будет очень интересно почитать. Ну а вот такого точно ни у кого не было, даже несмотря на то, что это кастомный матч и возможно проходит на Xbox, зайти в игру одному ну просто невозможно. Тем более дожить до того момента, когда можно выпрыгнуть с парашюта. Но если вдруг вы когда-то сможете это повторить, знайте, что первое место вы все равно не заслужите. Игра даст вам нулевое. И с одной стороны, вроде 0 идет раньше единицы и можно порадоваться, а с другой стороны, быть нулиной ну не очень-то прикольно. А вот на одной из последних конференций EGX 2018, которая прошла в эти выходные, начали практиковать выдачу подарочных карточек с ключами для скинов на оружие. Как они выглядят, вы можете видеть сейчас на экране, но пытаться ввести эти значения в PUBG я вам не советую. Все равно они уже активированы, и даже не мной, а активными пользователями Reddit. Судя по комментариям, выпал с кодов белый винчестер и какой-то скин на R45 револьвер. Карточки разыгрывали на конференции в масштабных любительских играх, там даже команда разработчиков Eurogamer играла в PUBG. Правда, к сожалению, никакой уникальной информации с конференции не просочилась. Но оно в принципе и логично, так как нам уже и так пообещали скоро выкатить большое обновление. И на этом на сегодня все. Вот такие вот дела творятся в PUBG на выходных. Если у вас тоже случилось что-то интересное и даже запись осталась, то обязательно присылайте мне свои моменты на почту. А на этом я с вами прощаюсь, не забудьте про лайк под видео, всем желаю удачи, сегодня мы смотрим на парня из Матрицы. Пока-пока!